Срочно нужно продать все подарки в Telegram. Ни в коем случае не покупать новые подарки. Это все схема прогрева Гоев. Давайте разбираться с Telegram подарками. Поехали. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирба. И сегодня мы будем разбираться с Telegram подарками. Вчера я увидел, как один из подарков продали за 80 тысяч долларов. И я понял, что все. Здесь уже начинается точка, когда нужно просто бежать с рынка подарков и продавать все, что у вас накопилось. Для тех, кто вообще не в курсе про тему подарков, коротко объясню. Ранее были подарки, как ВКонтакте, Одноклассники, просто картиночки друг другу шлют. То же самое вел Дуров, за звезды продает эти подарки. Но здесь пошли чуть дальше, они конвертируют эти подарки в NFT. Далее образовалось несколько площадок, на которых торгуются эти подарки. Вот такая краткая схема. И в этой схеме в первую очередь, конечно, зарабатывает Павел Дуров и его друзья, а остальные, кто просто покупает эти подарочки, только те, кому повезло на ранней стадии там купить какие-то подарки типа Пепе, и они получили большие иксы. У остальных же, у основной массы, такого счастья уже не будет. И сейчас я вам расскажу схему, как именно происходит такая накачка хайпа, как зарабатывают основатели всей этой движухи и почему, в конце концов, конечные пользователи ничего не заработают. И кто досмотрит до конца, думаю, примет правильное решение о том, что пора выйти с рынка подарков. Перед тем, как продолжить, обратите внимание на сервис Syntax. Там собраны 40 нейросетей в Телеграме, простой, понятный доступ, без VPN, все в рублях. Поэтому, кто интересуется нейросетями, обязательно перейдите в этот сервис и пользуйтесь новыми технологиями. Итак, как в общем и целом зарабатывает Павел Дуров и компания? Ну, самое первое и очевидное, подарки продаются за звезды. Павел Дуров выпускает подарки, звезды сыпятся, а это бюджет на балансы Телеграма. То есть можно показать в отчетности официальную прибыль о продаже этих подарочков. Второй момент, создаются площадки для торговли этими подарками. Изначально это были просто чатики в Telegram, но потом сделали просто более удобное приложение, где можно ими торговать. Это Market, Portals и всякие такие подобные вещи, которые до сих пор еще создаются, допиливаются, и люди ими начинают активно пользоваться. Внутри этих маркетов есть комиссия. Соответственно, всем этим маркетам и Павлу Дурову, им всем вместе выгодно, чтобы хайп накачался, маркеты зарабатывали на комиссиях, а Павел Дуров зарабатывал на звездах и показывал хорошую отчетность. При этом в Телеграме, в Тоне уже знатно всех перебрили, множество приложений просто отлетает, дропы копеечные, ничего нигде профита не приносят, но нужно как-то создать хайп новый ажиотаж, чтобы люди хоть какие-то остатки свои понесли в рынок. Для этих целей создаются разные телеграм-аккаунты от каких-то ноунеймов, типа шейхов и прочее, где начинается скупка этих подарков. Скупка по каким-то невообразимым ценам. И это нужно для того, чтобы показать обычным пользователям. Смотрите, подарки растут. Смотрите, цена все растет, она все выше и выше. И действительно, кто взял, конвертнул подарок в NFT, кто с самого начала зашел, он может прокатиться на этой волне хайпа и заработать. Но тут вовремя главное зафиксироваться. Таким образом создается ажиотаж фиктивный, но при этом подключается ритейл, обычные пользователи, которые начинают участвовать в рынке. Но основную массу подарков все равно двигают манипуляторы со стороны друзей Дурова. Вот и получается такая в итоге схема, которая на текущий момент пока еще работает, но скорее всего скоро она уже заглохнет. Она заключается в том, что подарки массово выходят в рынок, Дуров анонсирует какие-нибудь новые подарочки, что вот-вот они выйдут, прогреваются люди, потом эти подарки выходят, их быстренько скупают, сметают, смотрят, купили люди подарки, повелись на это, если повелись, окей, добавим еще подарков, еще выпустим, еще прогреем, если не повелись, то подутихнет немножко это все. Соответственно, вот так они прощупывают почву, сколько еще готовы люди занести, и выпускают в рынок все больше и больше подарков. Ну а это как эмиссия у токенов. Чем больше у вас будет в обращении подарков, тем, в принципе, меньше будет их цена в конечном итоге. Особенно, когда хайп спадет. Еще есть здесь риск взаимодействия с площадками. То есть, если вы на маркет какой-то закидываете подарок, а этот маркет внезапно сломается или куда-то отлетит, то все, подарка вам не видать. Он уже уйдет совсем и навсегда. И этот тренд подарков все нарастал, и сейчас, я думаю, он находится на около максимальных значениях.
Поэтому я и записываю этот ролик, чтобы предупредить всех, чтобы сейчас, пока это не рухнуло, все пошли и продали все свои подарки, зафиксировали прибыли, никакие подарки больше не покупали. Потому что дальше я вижу, что будет откат, причем сильнейший, и будет множество разочарований, особенно среди тех, кто набрал эти подарки, не дай бог еще кто-то в кредит эти брал подарки. Телеграм это в основном СНГ, и все СНГ уже знает о подарках, и что там и как происходит. И кто хотел, он уже купил эти подарки. Поэтому некому будет продавать дальше эти подарки, особенно когда их выходит все больше и больше. Конечно, вы можете сейчас захейтить меня в комментарии, сказать, что я не прав, и подарки будут расти, расти вверх, все будет только дорожать, но нет. Вернемся к этому ролику позже, когда все рухнет. А оно скоро рухнет. Поэтому сейчас, особенно те, кто посмотрел этот ролик, у кого есть критическое мышление, фиксируйте прибыль. Да, вы можете на удачу там что-то оставить, но при этом основную массу зафиксируйте, особенно те, у кого колоссальные прибыли каким-то образом получились. Не будьте дураками, фиксируйте прибыль. Подведем итог, что я не жду ничего хорошего от Telegram, Дурова, его друзей, от того, что они там делают. Это все приведет к скаму, как и другие проекты внутри Телеграма, Тона. Поэтому здесь нужно соблюдать максимальную осторожность. Надеюсь, этим роликом я спасу хотя бы несколько человек от рага на подарках, и они потом напишут в комментариях спасибо. Поделитесь этим роликом особенно с теми, кто засел в этих подарках по уши, у кого их просто тонны. Пусть они начинают уже от них избавляться, пусть фиксируют прибыль, потому что дальше ничего хорошего их не ждет. Сейчас идет прогрев Гоев на то, что Пепе буквально будет стоить там $1 000 000. Соответственно, это уже просто заводит на убой последнюю партию. Поэтому будьте осторожны, соблюдайте внимательность. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал. Буду вам всем рад. Ну а я вам желаю всем профита и до новых встреч.